А у нас тут, слушай, вещи лежат, мы такие. Все видно, у нас все видно. Ну, блин, Такой музыка, да, на этом фоне. монастырь. Ну вот к тому, и почему эту я квантовую практику, да, про то, что скажите трем людям, да, онлайн или офлайн, как они красивы, как они, то, что они делают, это как бы нужно миру, да, нужно им, чтобы поднять тем самым уверенность, как они прекрасны, как они нужны, да, как в том, что мы забываем, что мы уникальны, да, и наша схожесть очень мала. Каждый из нас уникален, да, в этом, аутентичный, не такой, как все, да, и скажи мне, и вот про это же эта техника. Ну, увидеть в другом, потому что то, что ты хочешь себе, дай это другим, понимаешь? И таким образом ты даешь и поднимаешься. Человек же поднимается, когда он дает такие положительные, он, соответственно, поднимается, и потом ему прилетает еще лучше. Да, ну вот да, про то, что хочешь чего-то, как вот в зеленке, я хотела этого, дай это другим. Это как в законах в кармическом менеджменте. Хочешь что-то получить, дай это другим. И как вот в зеленке, мы когда выстраивали намерения, мы были друг другу партнерами, кармическими партнерами. То есть мы друг для друга. И я в какой-то мере, это как, знаешь, хочешь разобраться с тобой, да, там, идти на психолога учиться. Хочешь, да, там, понять, кто я, что я, для чего я. И ты начинаешь сам интересоваться, потому что ты в первую очередь, да, себе помогаешь, но при этом ты еще с собой берешь, да, и других людей. И вот так и в зеленке, понимаешь, мы друг для друга кармические партнеры. Лепестки, как говорится, да, там 4 лепестка, там 4 шага. Ну как кому? Можно, знаешь, 4 ленточки сказать. Ну это просто, ну, ассоциация, что тебе комфортно. Вот. Я хотела, да, почему я говорю стройность как бонус? Потому что можно быть стройным, да, и больным. Да. Но кто тебе, да, тебе не в радость будет все. А в чем суть? Чтобы ты был здоровым и, соответственно, ну как веревочка, здоровым, стройным, соответственно, красивым, молодым, счастливым. И это все такие пазлики, которые одно без другого, как в поезде, да, эти вагончики, он не поедет, потому что пустота будет. Понимаешь, как бы, то есть вот эти все 5 элементов. А как их все выстроить, 5 элементов? Ну, потому что оно есть 5 шагов. 5 шагов к ощущению счастья. Мы думаем, и гонятся все за материальным, что будут у нас финансы, да, и мы тогда будем счастливы. Но сколько есть примеров людей, которые имеют заводы, пароход, да, там, ну, там, образно, поля, там, чьи-то поля Карабаса-Барабаса, да, там, ну, это так мы утрируем, ну, то есть имеют себе закрыты не только базовые, да, потребности, как, допустим, у всех. Почему многие не идут в духовность, их принуждают, потому что они думают, счастье как-то, ну, это не на счастье, я еще да? Подождет, да. У меня еще есть построить дом, да, вырастить дерево, да, сына. Да. Понимаешь, то есть отвлекающие моменты, как бы, но они всегда будут отвлекающие, потому что все не стоит на месте. Все равно, если ты думаешь, так, сегодня я не сделаю, завтра эту книгу прочитаю, уже совсем будут другие энергии, вибрации, ну мы с тобой это уже поняли, да, и все равно жизнь идет, и какие-то другие, что-то другое тебе приходит, какие-то другие, решать задачи надо, да, что-то другое тебя отвлекает, твой фокус внимания, понимаешь, от этого. Но самое, что оно всегда будет, оно никуда не денется. Мы думаем, вот, оно, все эти отвлекающие моменты всегда будет. Надо кошку покормить, собаку выгулять, понимаешь, там, кому-то еще написать. Хотя важнее это все-таки твое состояние, да. А твое состояние, почему духовность? Потому что это чистка для твоего ума. Медитация, мантра, как мы моем тело, да, точно так же мы должны помыть, очистить мозг от того, что у нас там из социума прилетело, приклеилось, знаешь, как на, скажи мне, когда летом много мух, да, мы клеим эту ленточку, на нее налепляются мухи. Вот такую ассоциацию провести с тем, что на нас хочешь не хочешь, потому что мы живем в социуме, там где-то радио услышали, где-то разговор человека, да, где-то статью прочитали, где-то нам на глаза там витрина попалась, и оно все фиксирует наш мозг такими кадрами. Понимаешь? И оно все на нас. И вот медитация, мантры, оно это все очищается. А почему утром это, и все такие, ой, это же надо встать, да, надо приложить усилия. А как вы хотели? Это только в сказках нас уводили, что лежим на печи и по щучьему велению, по моему хотению. Но если ты так будешь, так все будет тебе приходить,
ты же не оценишь это, правильно, не поймешь, твое это или не твое. То есть, а прикладывая какие-то усилия, ты понимаешь, да, нужно тебе это, не нужно, опять же таки, формируется, берется опыт, да, потом формируется навык, и потом уже ты понимаешь, это входит в мою привычку, нужно это мне, для чего это мне, зачем это, получаю из этого, расту я при этом или нет, понимаешь? И, то есть и так это, а если ты это не имеешь пока того, что к чему ты стремишься, значит, ты еще не стал тем человеком, ты не оценишь это, ты не поймешь это, ты не воспользуешься так этим, хотя на самом деле возможностей, вариантов куча у Вселенной. Просто так как мы не умеем... Миллионы дорог. Да. Песня такая, есть миллионы дорог. Надо только увидеть их. Да, а знаешь почему? Потому что мы не можем, это тоже для меня было таким осознанием, мы находимся, мы думаем о прошлом, того, что уже нет, да, и о будущем. И нас учили сейчас, давайте жить в моменте, здесь и сейчас, да, вот учитесь здесь и сейчас. Почему дети, да, говорят, мы все взрослые были детьми, но мы забываем об этом, да, да, мы забываем, потому что мы или там, а того нет, и того нет, все иллюзия. А вот сейчас в моменте, я сейчас, то, что было, уже как бы ничего не вернуть. То, что будет, ты тоже не знаешь. И мы только начали этому учиться. Но уже сейчас, когда произошел переход, да, квантовый скачок, сейчас надо не то, что в моменте, это уже надо было научиться. А чтобы расширять свое сознание, восприятие, нужно видеть шире, нужно видеть, как ты был, находишься и будешь, поняла, в трех вот этих одновременно. Себя видеть, понимаешь, в плоскостях. И тогда у тебя как такой радар, понимаешь, ты себя вот так видишь. И еще со стороны наблюдателя, понимаешь, Света? Еще при этом чувствуя, а не головой. Из этого я то получу, из того то, из того то. Представляешь, как это надо вообще переформатироваться? Это, короче, ой, мне видно. Ты говоришь, а я вспомнила, знаешь, за что? Это когда... ты первый раз садишься за машину, механику, и я помню, я говорю папе, это еще когда только учил меня папа, там брат, и я села в машину, и надо переключать передачу, надо смотреть зеркала, надо еще включать какие-то там поворотники, и это все надо делать, и я такая говорю, одновременно, и это надо одновременно делать, такое, это unreal, я никогда в жизни не смогу этого делать, и смотри, ты приходишь к этому, у тебя это становится все на автомате, ты не задумаешься, ты можешь еще и краситься, и петь, и снимать видео, правильно? Да. И это про это, этому тоже можно научиться. Потому что говоришь, это навык, Света, который у тебя надо вот так, и у меня сразу вот это, поняла, первый мой опыт ехать там на Жигуле, поняла, на этот вот с передачами, и такой воу было. И это то же самое. Сейчас я себя словила на том, что это то же самое, это кажется воу, сложно. Да, ну смотри, это как быть счастливым, да, это тоже навык, который, потому что мы сами выстраиваем, мы выбираем, нам быть счастливыми или быть несчастными, это выбор. И когда говорят, и на самом деле ни обстоятельства, ни семья, родители, страна, государство на это не влияют. Это все вторично, когда этот человек на это говорит, тот виноват, он просто находит в этом вторичную выгоду, ему так выгодно быть жертвой, ему выгодно, понимаешь? Никто винен, потому что мы сами выстраиваем свое будущее, понимаешь? Или мы выбираем быть счастливыми и менять свои мысли, смотреть позитивно, да? Взращивать наоборот в себе в то, что правильные вопросы задавать и менять реакцию на какие-то ситуации, соответственно, менять мысли, слова и действиями подкреплять это все, знаешь, заземлять. Допустим, так не нравится, но меняем, потому что мы можем многое поменять. Мы можем поменять свое питание, свою внешность, свое, где мы живем, с кем мы общаемся, окружение на нас влияет. Все это мы можем поменять. А когда мы начинаем... Только мы. И только мы. А когда мы начинаем тот виноват, это мы в роль жертвы, и нам это все подходит. Скидываем ответственность. Да, сбрасываем ответственность, и все, и нам так комфортно, понимаешь? Но кому-то нужно и пожертвить, чтобы как бы прочувствовать это и выйти на... А кто-то в этом и застревает. Ему так, знаешь, и все, он не хочет как бы ничего. Но на самом деле у нас этот навык достигаторства, с детства, потому что мы сначала ползаем, потом ходим, но мы, когда маленькие, мы это легко воспринимаем. А когда мы взрослеем, наш мозг начинает сам придумывать, да зачем тебе оно надо, все равно не получится. Понимаешь, о чем я? И у нас на протяжении жизни,
Мы просто забываем, как плохое, это так и хорошее. Мгм. И опыт, когда ты учишься машина, а когда ты учишься писать, а когда ты учишься читать, Света. Понимаешь, точно так же. И так можно взять любую сферу. И ту же духовность. Никто не говорит, делайте постриг, идите себе в монастырь, да? Никто же об этом не говорит. Но хотя бы убирайте невежество и просто узнавать, да? Узнавать, взять сейчас информацию, почитать, да, как бы углубиться в это, пообщаться на эту тему, попробовать и для себя выбрать что-то, да, ну как бы в этом же, скажи мне, нет, медитировать это как гигиена для, как мы зубы чистим, хотя раньше люди тоже не чистили зубы. Не чистили, это буквально, если узнавать, сколько это время, это вот ближайшее, как бы, но для нас это уже так нормально и естественно это, понимаешь, что мы не знаем, как по-другому. И так во всем. Просто это о том, что видеть шире, а не видеть только вот, когда мы родились и когда мы приблизительно умрем, понимаешь? А дать себе полет мысли, расширять свое сознание. А это, ну, только если мы будем пробовать на себе, знаешь, новый опыт, те знания, которые мы получаем, не просто их такие, ну, хорошо, я это знаю, галочку поставил и все. А все-таки прочувствовать, потому что только чувственное у тебя оно поднимается, да? Ты раз такой из копилочки, сундучка своего воспоминаний, раз у тебя эти ощущения, как ты первый раз за руль, да? И начинаешь, у тебя такой клубочек разматывается. Сначала ты ехал без музыки, напряженный, все там смотрел очень медленно, потом ты уже скорость добавил, потом ты уже музыку включал, потом ты уже телефон мог отвечать на телефон, вот, потом ты уже такой расслабился, плечи. И также в любом навыке. Ты сначала стараешься, пишешь красиво, да? Потом каждую буковку, потом ты уже можешь быстрее писать, потом ты уже не задумываешься, у тебя буквы, да? Ну, все, во всем этом просто, и опять же таки, мы об этом забываем. Понимаешь? А почему? Потому что фокус внимания уходит на какие-то на другие вещи, понимаешь? И все, и ты такой, и ты теряешь вот эту связь. С чем? С кем? С самим собой. Да. Понимаешь? Какой он? Какой, ну.